тоже делать. Причем мелких нет. Ребята, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы приехали в дальние дали. Мы сегодня с генералом и с давним приятелем с Антоном. Привет! Всем привет! Вон генерал лазит. Приехали сегодня на господский двор, на большой. Поехали далеко. Отступили от правил от своих. Поехали далеко. Но сразу скажу, места не копанные, друзья. Этим и интересно. Будем сегодня что-нибудь искать. Погода просто пурга практически идет. И мы уже подобрались к первому дому. Видите, булыжник вон. Будем ходить вот здесь вокруг. За вот этим вот хутором распашка. И по ней походим тоже. Так что не переключайтесь. Давайте смотреть. Пока исследуем обстановку вокруг фундамента. И вот такая вот гильза от мелкашки. Сейчас попробую увеличить. Вон клеймо. Что ранее такие не попадались. Вот такая вот находка. Обратите внимание, фундамент частично сохранился. Какие булыганы. Металлолом под ногами валяется. Сейчас будем вокруг выхаживать, смотреть. Генерал семафорит. Находка есть. Иду снимать. Ой, баунти трио. Где он, генералыч? Моете? Что значит хутор не битый? Посмотри, красота какая. С надписями, не? Да, вроде нет. Да, вон надпись. Есть, да? Ага. Вон и надпись есть. Надо почистить. Шикардос. А у вас с собой это самое? Это может валдайский, не? У меня только такая еще. Пошебуршите, где надпись именно по кантику. Под охраной работает. Он еще с надписью. Даже непонятно, Пруссия это или валдайский. Они же валдайские еще попадаются. Видишь, надпись идет по кантику. Да, надпись какая-то. Что-то она очень старая, по-моему, нет? Так, ну что, первая монета есть. 10 фенигов цинковые. Значит, мы на верном пути. Значит, мы на верном пути. Ой, там смотрящий едет, по-моему. Что с клеймами, цветочки? Двушечка зеленая вот такая вот. Бамс. Работаем дальше. Работаем, да. Убирайте ее в чулан сюда. А эти места издавна славились охотой. И смотрите, что попадается, ребят. Я сначала не понял, что это такое. Но это явно это ножны какие-то. Я засадил по ним. Материал пока непонятен. Но это ножны. Посмотрите, какие широкие. Может быть, и от охотничьего ножа. А может, у вас будут свои какие-то варианты. Пишите в
комментарии. Вот оно, озеро. Пойдем дальше. Тут вот такая находка вылезла. Ну, явно корпус от фары. Тут вот скоба была, ее держала. Только что за фара, непонятно. Кто имеет представление, пишите. Вот они, внутренние дела ее оставшиеся. Вроде типа что-то помоечки назвонили. Что там, генерал? Замок. У меня вот такая вот звенела накладка на дверную ручку. Антиквариат из Восточной Пруссии. Кто купить хочет, кто хочет купить, пишите, друзья. А вот там вот еще бутылочка маленькая такая, интересненькая. Сейчас посмотрим, я ее выкопаю и посмотрим, что это. Поняли? Вот она блестит. Главное не разбить ее. Генерал, он глазами монитос увидел. Цинкарь, не? Не знаю. 10-цинковик, по-моему. 5 центов. 5 пфенингов. 5-цинковик. Пробочка пивная. Лабиау. Попалась. Бледненькая, но все равно интересная. Зачет. Что-то интересное попалось, ребят. Только пока не вижу. Надо пойти помыть. То ли брошка какая-то, то ли что. Причем окислый серебряный. И видна очень тонкая работа. Не знаю, что это. Пойду помою. А вдруг что интересное. Ребят, вот помыл. Смотрите. Вот такая. Но она, к сожалению, латунная. В серебрении. Но все равно интересная. Такая тонкая работа вообще. Зачет. Как вам? Пишите в комментарии. Делегация вся в работе. И очередной сигнальчик. Опа. И вот такой вот значок тоненький на булавке вылетает. Пойду помою его, да посмотрим. Наверное, я кверх ногами его держу. Вот так вот, наверное, будет. Какое-то строение там. Интересно. Вот такой вот значок, ребят. Не очень видно, конечно. Но я потом его еще почищу. Какие-то здания, причем городские там. Интересно. Да, перед зданием, судя по всему, памятник стоит. Антон говорит, что-нибудь с университетом связано. Кто знает, к чему имеет отношение данный значок, пишите. Дальше пробка вот такая вот. Не знаю от чего, от какого напитка. Ну что-то какая-то змея там нарисована. Медицина, наверное. От лекарства от какого-то. Вот она. Электровилка. Керамическая. Тега. Deutsches Reich патент. Вот так вот. Электрика идет. Тут, кстати, и розетка была. Вот она. Комплект. Такая пряжка прикольная попалась с надписями Солиде, Прима. Одного усика не хватает, но тем не менее находка. Копаем дальше. Так, нашел лужу, аппаратуру помыл. Сейчас еще поедем, заедем в пару интересных мест. Так что не переключайтесь, друзья.
Еще покажу кое-что интересное. Я, правда, помню в детстве, вот еще, вот у нас где-то Черная речка, поле, да, на свет. Ну, я что там шарился, еще Концентрационный лагерь Хохенбрух был образован в августе 1939 года и существовал по октябрь 1944 года. Находился в лесу в 3 километрах юго-восточнее населенного пункта Хохенбрух. Территория лагеря площадью около 1,5 квадратных километров была окружена рвом, огражденным по обе стороны высоким забором из колючей проволоки. Сразу за воротами находилось хозяйственное здание, за которым располагались длинные бараки для заключенных. Незадолго до начала войны с Польшей лагерь был местом содержания политических противников Рейха, а непосредственно после начала войны местом временной изоляции членов польских организаций, действующих на территории Германии и в приграничных районах. В августе-сентябре 1939 года лагерь имел статус так называемого трудового лагеря – штраф-арбайтслагерь. После 1941 года лагерь был передан в ведение гестапо. Сведений о количестве пленных, находившихся в концлагере, не имеется. 24 апреля 1940 года в лагере были расстреляны 5 польских общественных деятелей. Их останки были в 1946 году перезахоронены на территории Польши. На месте гибели польских граждан в 1982 году Генеральным консульством Республики Польши в Калининграде был установлен деревянный крест с металлической табличкой в виде щита, на которой были указаны фамилии погибших и эпитафия на польском и русском языках. За ним полукругом выполнено деревянное ограждение. По обеим сторонам от креста установлены 2 деревянных скамейки. В 2009 году деревянный крест был заменен на мраморный. Справа от него на невысоком постаменте из того же материала установлена памятная доска с надписями на русском и польском языках. Атмосфера весьма и весьма удручающая, друзья. И какая-то очень печальная и тоскливая. Ну а наш дилижанс продолжал следовать домой, потому что все мы изрядно вымокли и устали. Но несмотря на это, я думаю, что сюда мы еще раз вернемся. Всем пока-пока.